Друзья, всем привет! Добро пожаловать в мой дом в Португалии. После уборки на участке образовалось несколько куч разного органического мусора. Это ветки, трава, сорняки и прочее. И их уже так много, что они на самом деле уже даже мешают. Они на каждом шагу буквально. Я просто хожу и о них потыкаюсь. Мне кажется, настало время их убрать. Организовал небольшую компостную кучу. Ну как, это просто угол, в который я скидаю всю органику, и пусть она там сама с собой живет. Еще сверху засыплю землей, которую я привез из квартиры, из старых горшков. Какие цветы у меня были, горшки освободил, помыл. Землю решил просто так не выбрасывать. Наверное, в грядке я бы ее сейчас не хотел класть, а вот, мне кажется, посыпать в компостную кучу самое то. Через какое-то время она смешается с растительными остатками, и, мне кажется, будет отличный компост. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии, очень буду рад вашим советам. Много уже дельного написали. Мне кажется, пора заводить отдельный блокнотик, куда я буду фиксировать все ваши умные мысли. Погнали! Мне достаточно много осталось садового инструмента от прошлых владельцев. Я его вот сюда поскладывал. Еще не мыл. Земля еще даже на металле. Так, мне нужно найти вилы. Потому что лопатой это сгребатель, руками я не собираюсь. Из интересного, что это за помещение? Это винодельня. Здесь делали вино. Подробнее в обзоре дома будет про него. Но здесь то, что есть, это пару старых дубовых бочек. И, конечно же, резервуар для виноградного сока. Но это не совсем похоже на вилы. Скорее, это грабли. Причем сделанные самостоятельно. Видимо, это гвозди пятнашка. Ну ладно. Так, вилы. О, какая штука крутая. Блин, это офигенно. Это как не тяпка. Такая вот штука, которой удобно делать бороздки. Так, ладно, я грабли. Грабли, говорю, вилы. Вилы. Так, даже двое. Так, ну вы вроде нормально. И тележку. Тележка у меня в гараже в другом доме. Ну ладно. А что это у меня за земля тут? Откуда эта земля? Пу-пу-пу, не помню. Ладно. Земля так земля. Ага. Земля-то хорошая. А все, тут осталась в этой куче земля. Я, если честно, не помню, чтобы я столько земли сюда приносил. Понятно, что я ковырялся во всяких а-ля грядках, клумбах, убирал лишнее.
Я не помню, чтобы столько земли сюда я приносил. Зачем бы я сделал это? Да и откуда? Земли куча, я думаю, что уносить я не буду, я просто здесь ее разровняю. Эта земля нормальная. Сейчас посмотрю, если там внизу может быть еще какая-то органика. Ее заберу, а так перейду к следующей куче. Куча номер 2. Здесь скорее ветки после обрезки винограда, еще от прошлых хозяев. Я этого ничего не делал, это все досталось мне в наследство. Я думаю, что скину все туда же, может быть, отдельно отложу. Да, потому что ветки перегнивают достаточно долго, но все равно это не место. Чтобы вы понимали, вот эта зона, это самая проходная зона. Она находится ровно у дома, у виноградной перголы. Ну и, конечно, это не дело, чтобы здесь вот посередине была такая куча. Но еще траву косить, конечно, неудобно. Убираем. Но это в тележку не положить, конечно. Надеюсь, оттуда никто не выпрыгнет, потому что это будет жесть. Приросли там. Да господи. Я даже вернулся вместе с 2 ветками из этой кучи. Смотрите, что хочу рассказать. В этой куче, вот вы сами видели, это обрезанный виноград. Но там есть ветки, которые давали новые побеги. То есть это старая ветка. Она даже тут пыталась цвести. Она была вырвана, видимо, с корнем. Корешки, кстати, есть даже, где проклевываются белые от винограда. И вот такая вот еще. Тоже палка просто, и на ней, вон, видите, листики. И тоже, видимо, какие-то корешки. Скорее всего, они были в самом низу, касались земли и проросли. Вот это стремление к жизни. Всем бы так. Я не знаю, честно, когда я вижу что-то живое, мне становится это очень жалко выкидывать. Но у меня этого винограда, очень много. Очень много. Как бы мне не осилить. Но он еще видно, что тут какой-то больной весь в плесени, потому что, видимо, был на дне, запревал. Нет, я не смогу дать ему вторую жизнь, мне некуда. Могу чисто ради эксперимента поставить воду, но мне кажется... Ладно, я подумаю, я отложу. По крайней мере, я отложу. А все, что я откладываю, обычно, мне это надо. В общем, сами понимаете. О, сколько улиток! Просто виноградное царство улиток. Ну что ж, ладно, улитки. Такая лопата была хорошая. Халк крушить, Халк ломать. Ой, блин, лопата совковая, супер. Сейчас придется искать другую. Лопаты в быстром доступе не обнаружено. Возьму пока грабли, просто гребу все. Тут какая-то картонка, то ли крышка, то ли что-то накрывали. Пластиковая, кажется. Сейчас разгребу лишнее и посмотрим, что там. Может быть, там клад и монеты. Но думаю, что ничего там нет. И это просто кусок жженого пластика. Зачем? Блин, я думал, там будет какой-нибудь клад, может, зарыт. Ага, черта с два. Зачем вообще было кидать эту пленку туда? Вот я португальцы, а? Земля хоть хорошая тут. Там ничего нет, а?
Земля, которая была под укрытием, такая рыхлая, такая мягкая, копается идеально, блин. Короче, надо все мульчировать. Первая личинка найденная здесь, до этого не находил. Не знаю, кто это. Майский жук, хрущ, кто это. Не суть важно. Он нам здесь не нужен. Противный ужас. Ну что, первая куча разобрана. Наверное, самое сложное, как мне казалось. У меня не было задачи сделать идеально ровно, или засеять тут газоном, или еще что-то подобное. Самое главное — убрать мусор. Все. Мне кажется, получилось неплохо. Еще из интересного была найдена капуста, которая растет просто вот здесь. Видимо, какой-то старый саженец или выкидывали качан, и он прирос. Я здесь тоже закончил на этой терраске. Получилось неплохо. Меня одолели какие-то мошки и комары. Я не знаю, пытаюсь от них отбиваться. Но, в общем, хорошо. На самом деле, я уже сделал много. Осталась по факту та площадка, где планирую сделать огород. Но благо там сено. Я просто его кучей возьму, отнесу в сторонку. И зачищать там ничего не надо, потому что решил не освобождать почву, как говорил ранее. Все растительные остатки, то бишь солому, скошенную траву, ветку, землю и прочее, я сношу вот... Сношу? Есть ли такое? Я отвожу вот под такое оливковое дерево, а если быть точнее, в край участка. Давайте расскажу, почему именно сюда. На самом деле на это есть несколько причин. Первое, это место находится рядом с планируемым огородом. Чтобы растительные остатки не нужно было далеко таскать, здесь вот, собственно, удобно компостная куча. И также из компостной кучи доставать свежий компост и докладывать в грядки тоже будет удобно. Причина номер 2. Это место находится в уединении, так назовем, в краю участка. И сюда легко доехать на тачке, то бишь на строительной тачке, скинуть туда все необходимую органику и увезти. Я мог бы организовать компостную кучу ниже, но туда я не смогу подъехать на тачке так быстро и удобно. Третья причина то, что он находится в теньке. Если компост всегда будет на ярком солнце, а в Португалии это там 35 градусов просто, а вот в будущий четверг обещают 38, то представьте вообще, что на солнце происходит, и как бы компост, он скорее просто пересохнет и не будет никак разлагаться. Ну и четвертая причина, то, что это место находится в отдалении, его не видно, когда ты гуляешь по участку, тебе эти кучи не попадаются на глаза, что, ну, несомненно, приятно.
Так, ну что, я закончил, время 10 утра, вышел я в 7, 3 часа у меня все это заняло, неплохо, я успел это сделать, пока были тучки, и солнце не так пекло. Сейчас на улице показывает, что 22 градуса всего, но когда выходит солнце, очень сильно припекает, и благо я уже успел все это сделать, сейчас как раз таки облаков стало меньше, и солнце иногда выглядывает. В общем, ну что я могу сказать, эта территория теперь готова к огороду, у меня уже есть сюда что посадить, рассада уже готова к высадке в грунт. Я не буду зачищать от сухой травы это поле, потому что оно удерживает влагу и не дает земле нагреваться. Хочу сейчас сделать поливочные круги вокруг рассады кабачков и огурцов, потому что когда я поливаю, вода просто вся уходит в разные стороны, а вот этот поливочный круг, он позволяет как бы воде вокруг задерживаться. И еще хочу набрать соломы, благо покошенной травы у меня достаточно много, она вся уже высохла, и сделать мульчу, потому что земля пересыхает очень быстро, и даже, может быть, дело не в пересыхании, мне поливать-то как бы несложно. Она очень сильно нагревается, и все растения такие немножечко драма квин, уставшие. Вот, такой план, поэтому делаю поливочные круги и мульчу. Погнали! Вот такой насес для кабачков у меня получился. Трава сухая, она не будет гореть, но я все равно близко к стеблю не стал пододвигать. Во-первых, она от сорняков поможет, во-вторых, она, конечно же, поможет от пересыхания и перегрева почвы. Я закончил, как мне кажется, получилось достаточно неплохо. Это оказалось чуть-чуть пыльнее и грязнее, чем я думал, потому что все сухое, солома впитала там остатки пыли от земли, поэтому пришлось в какой-то момент надеть маску, потому что я начал жутко чихать. Но в целом получилось достаточно хорошо, и понятно, что сейчас солома, она такая пышная, не прибита к земле, не утрамбована. Когда я пролью это хорошенечко водой, то она немножко подосядет, может быть, даже подгниет в хорошем смысле этого слова, и будет все хорошо. Я по-прежнему все равно намерен укрыть нетканным материалом для того, чтобы солнце сильно не обжигало листья. Я не исключаю, что, может быть, я сделал что-то не так, но, как мне кажется, лучше все-таки земля, чтобы была прикрыта, нежели была полностью оголена, поэтому, в общем, пишите в комментариях, если дадите какой-то совет, как это сделать более удобно, или чтобы это не так пылило, или, может быть, я мало положил, или много положил, или неправильно положил. В общем, буду рад вашим подсказкам и комментариям. Пока у меня вся трава на участке, она вся уже сено, то, что на солнышке выгорело, и мне кажется, что это достаточно неплохо. В эфире рубрика «Вопросы к знатокам».
Друзья, у меня есть вопрос. Я уже рассказывал, что у меня стены в доме достаточно шероховатые. Они просто покрашены поверх раствора. Скорее всего, это была какая-нибудь цементная шпаклевка, либо штукатурка, которая выравнивала стены. И краской просто поверх покрасили. Вот представляете, да, этой краске 45 лет. Ее ни разу не перекрашивали. Но не суть. У меня нет в планах полностью выравнивать стены, шпаклевать их, полностью штукатурить с маяками. Есть задача убрать дефекты, устранить крупные щели, проемы и трещины и, соответственно, это красиво заделать. Ну и, конечно, я не хочу, чтобы поверх покраски у меня потом вот такая шероховатость оставалась. Соответственно, у меня к вам вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить. Мне пришло на ум 3 идеи. Первая идея – это, собственно, пройтись просто шпателем и позбивать вот этот вот цементный песок, да, который остался, который дает эту шероховатость. Но мне кажется, что это очень долго и еще затратно по усилиям. Второй способ – это пройти шлифовальной машиной по всем стенам, устранить те самые крупинки и песчинки для того, чтобы они потом не тащились за шпаклевкой, за штукатуркой, за финишной отделкой и не портили покрытие. Это менее время затратно и, мне кажется, менее силы затратно, но будет немного пыли. Благо, эту шлифмашину можно подключить к пылесосу, а также у нее есть специальный мешок-пылесборник. Я попробовал, вроде получается неплохо. Ну и третий способ – это вообще не запариваться, заделать просто все трещины, использовать специальную сетку, а потом по стенам пройтись финишным покрытием. Но тогда придется выравнивать фактически все стены и, видимо, скорее всего, придется использовать сетку от трещин, потому что так или иначе они могут здесь возникнуть. В общем, посоветуйте мне, пожалуйста, в комментариях, как лучше поступить, что делать, потому что планирую я заняться этим уже в ближайшее время. Спасибо за ваши советы, буду очень рад вашим идеям. Вот такой вот выпуск получился. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до встречи в следующем ролике.